мы будем делать? Поскольку Оля у тебя стала ездить, в том числе и Франция, и с рефом, и мы ей ставим на максимально полную защиту на топливные баки с сигнализацией и защитой от слива топлива. Они тебе дадут реальный расход с машины, прежде всего. Ты будешь видеть реальные цифры с заправки, реальные цифры с расхода. Топливные крышки с сигнализацией будут давать сигнализацию. И также в случае просверливания топливного бака или несанкционированного слива топлива через заборник или через что-то, датчики обработают эту информацию и дадут сигнал. Чуть позже мы это продемонстрируем, как это есть на самом деле. Быстренько пройдемся, пересмотрим, нету ли каких-то камней. Ничего не замечаю, все выглядит очень красиво. Будут установлены всем известные топливные крышки, будут установлены дополнительные топливные сенсоры, закалиброваны. Вперед! Давайте я покажу, что происходит сейчас. Ну, прежде всего, хорошо, можно сказать, что эта машина уже была оборудована предварительной защитой, да. Не знаю, вы устанавливали, либо покупали машину. Здесь очень устанавливали. Значит, замечательно. Здесь стоит уже защита заборников. Это очень большой плюс, да. Самое наиболее слабое место после пробки – это заборник. Да? Он очень легко снимается, очень легко сворачивается, и можно сливать топливо несанкционированно. Мы не повреждаем тебе эту защиту, мы ее оставляем, мы ее приветствуем. Мы сделали увеличенное отверстие в защите, в ленте защиты, установили крепление для нашего датчика. Вот это вот защита поднята лишь только для того, чтобы впоследствии продемонстрировать, как работает несанкционированный слив топлива. И сейчас мы забираем топливо из этого бака в наш кубик с помощью нашего насоса для того, чтобы опустошить этот бак, установить сюда топливный сенсор дополнительный и впоследствии его закалибровать. Ну что, процесс у нас идет полным ходом. Крышки вы уже видели принципиально в прошлом видео, показывали, как они выглядят. Теперь мы покажем, как выглядит дополнительный топливный сенсор. Это, собственно говоря, вот такой вот трубка с считывающим датчиком. Никакой это не поплавок, никакой это не, я не знаю, что-то сверхъестественное. Основан его принцип работы на диэлектрической проницаемости дизельного топлива. Обмануть его, конечно, можно. Обмануть его можно с помощью спирта. Но я не встречал еще людей, готовых замещать дизельное топливо спиртом. Поэтому работает очень четко, очень корректно. Процент погрешности плюс-минус 1% всего. То есть на 1 тонну всего лишь 10 литров. И это может нам с точностью сказать, какое количество топлива заправлено на заправке, достоверно ли отдала заправка топлива. Очень часто это встречалось раньше на российских заправках. Сейчас этого нету, но раньше это было. Мы встречали в Калварии и в Литве, где очень много машин перед выходом заправлялись. Были хронические недоливы, и наши датчики помогали нашим клиентам доказать о том, что топлива недостаточно было не столько, сколько по чеку было залито, а попало в бак, да, то есть были всевозможные разные ситуации, которые спасали непосредственно водителей, и претензии снимались с водителей, перекладывались на третьих лиц, на заправки, на все остальное. При этом, если говорить о расходной части, датчик в том числе показывает и потребление топлива на автономный подогреватель. Когда водитель зимой живет в машине, на обогрев используется автономный подогреватель, который пользуется тем же топливом, которое находится в топливном баке, и эта расходная часть уходит с водителя, да, то есть все расходы, все считаются достоверно, потому что это траты на рейс, на маршрут. И здесь нету проблем посчитать, сколько потребил автономный подогреватель за ночь, сколько машина потребила при езде, сколько на холостом ходу потребила машина. Ты, Паша, очень пользуешься, насколько я видел, этой ситуацией. Вы смотрите, сколько у вас машина работает на холостом ходу, мы с тобой разговаривали, какой стиль езды у водителей. Да, в размерах 1, 2, 3 машин, может быть, это не столько актуально, но когда у тебя на фирме становится, мы с тобой говорили, 5, 6 и больше машин, это уже существенные цифры. Ну, давай посмотрим, что у нас происходит здесь. Сейчас уже у нас идет калибровка топливного бака. Здесь установлен топливный датчик. Сейчас он подключен к компьютеру, который находится в нашем автобусе. Уже установлена горловина топливного бака с сигнализацией. И сейчас мы производим порционную заправку, то есть так называемую калибрацию топливного датчика. Отливается порция. Программа отслеживает то, чтобы уровень устоялся.
происходит фиксация показаний с топливного датчика, и после этого компьютер дает последующую команду на налив следующей порции. Да, мы калибруем по 30 литров, баки довольно большие. Когда баки более маленькие, мы калибруем поменьше. В принципе, мы можем калибровать хоть по литру, нам нету с этим никаких проблем. Вот слышно, сейчас включился топливный насос, отливается следующая порция. Сейчас Давис будет прокладывать провода в кабину, для того, чтобы была возможность подключения к устройству. Все уложится в гофры. По оригинальным местам, по оригинальным проводам проведется кабеля от пробок и от топливного датчика. После окончания всех этих процедур мы покажем, как это работает. Едем на Латако к нашим друзьям, можно сказать, уже мастерам и профессионалам своего дела по колесам, по шинам, по резине. Нам надо поменять колеса местами. Да, они поставили все абсолютно новую резину на Мополо. Немалое количество километров надо проехать, чтобы обкатать резину. Я это прочувствовала как никто другой, очень хорошо на себе. Сейчас нормально. Вот я не знаю, что получится, когда они поменяют местами, будет ли тоже какой-то дискомфорт у меня, но это я, конечно, узнаю, уточню у Ники, зачем вообще мы это делаем. Насколько это важно мне, насколько это важно фирме, насколько это важно самой резине. Ой, здрасте, я вас не заметила. Привет. А то я вас не узнала. Красиво. Красиво? Мне тоже понравилось. А зачем мы будем менять эти колеса местами? Во-первых, износ, чтобы покрышки дольше служили, так как мы будем менять внутренние снаружи и наружные внутрь. И еще крестовина, потому что дорога у нас круглая, и получается так, что одно колесо все-таки особенно много не влияет, но все-таки влияет на пробег и на износ покрышки. А мне что это лично даст? Дополнительные километры на тех же покрышках. Меньше в сервис, да, ездить? Да. Меньше к вам возвращаться? И к тому же мы сделаем еще раз, перебалансируем передние тоже, чтобы все было в порядке. И, конечно, наш стандарт давления. Я как водитель, я буду чувствовать это на дороге? Ну, если все шло как надо, то особенно нет. Но будет приятнее, Угу. Еще приятней? конечно. Кстати, о давлении. Мы были в прошлый раз в рейсе, в Италии, съемки. Мы замеряли давление, было перфектно. Супер. Значит, нигде не пропускает, все как надо. Пошли расцепляться, оператор! Поднимает подушки. Это довольно быстро. Если ничего там не выявится, то фактически только перебалансировка и замена местами. И обследование, как они выглядят, нету ли каких-то там волн или что-то такое. Будем следить, как они служат. И я запишу тоже, сколько на данный момент пробег, сколько оставшийся протектор. И потом перешлю вам, и вы уже сможете показать, на какие тенденции там идет, на какие километры. Можно будет уже увидеть, какой результат. Быстренько пройдемся, пересмотрим, нету ли каких-то камней. Ничего не замечаю, выглядит очень красиво.
Подожди, я не слышу звон монет. Сначала Пусто. А это внутренняя или наружная? Это передняя. Это передняя. Проверим глубину протектора. 11. Ну, равномерный износ тоже. Вообще похвалить только можно. Короче, вес я не теряла в рейсе, так что все нормально. Это была левой, теперь она станет правой. Что у нас с правой? Помнишь, что я рассказывал про эти? Нет, не скажу сейчас. Это было насчет того, как изнашивается покрышка. Это если что-то с развалом неправильно, тогда начнет стираться одна сторона больше, другая меньше. И ты увидишь, здесь есть как бы на одной стороне увидишь 2 полосочки, на другой только одну. Или там 3 полосочки и 2 или 1. Но у нас по одной. У вас по одной. Значит, оба стороны изнашиваются равномерно. С развалом все нормально, покрышки одинаково стираются. И проблем нету. Вот здесь немножко что-то не так. Но это не сильно, но как бы зазубринки. Посмотрим, что будет с задними. Может, с геометрией немножко, но что-то появилось. Это значит, что эту покрышку немножко толкает. Если есть даже как бы схемы, которые колесо влияет на переднюю ось. И если сзади что-то с геометрией не так, она как бы толкает эту покрышку по дороге. И она помаленьку начинает дополнительно как бы делать это зазубье. Управление того, что сейчас происходит, мы можем показать. Идет фиксация построения графика после отлитой порции. Программа отсчитывает показания датчика. Вот у нас сейчас на данном этапе в баке залито 120 литров, последняя порция 30 литров. Программа запомнит 120 литров. И сейчас, когда в течение 30 секунд на датчике уровень был стабилен, отдается программа дает команду на отлив следующей порции. Калибруем мы насосами так называемыми коммерческого учета. Это те самые насосы, которые стоят на топливных заправках. Проверяем мы свои насосы с периодичностью раз в месяц. Мы отливаем порцию 10 литров. Допустимая плюс-минус 25 грамм на 10 литров. Мы добиваемся точности плюс-минус 10 грамм на литр, да, погрешность. И мы хотим добиться как можно больших точных показаний для того, чтобы прежде всего обезопасить самих водителей. Да. 17 лет назад, когда мы начинали работать с топливными датчиками, ну, что скрывать, были разговоры о том, что мне обещали сжечь машину. Сейчас реально есть случаи, когда водители, получая новую машину, спрашивают, установлены ли там топливные датчики дополнительные. Если хозяин говорит, что ну съезди один рейс, потом доставим, водитель говорит, нет, не поеду, мне где-то не дольют, где-то что-то перерасход, ты потом с меня высчитаешь, нет, ставьте. И мы, бывает, и вечером гоним к клиенту для того, чтобы поставить топливные сенсоры и отпустить машину в рейс. Паша, а можешь сказать, прокомментировать ситуацию вот со спойлерами сбоку, которые стоят на баках? Реально Volvo заявляет о том, что при установке спойлеров экономия достигает 1-2 литра на сотню. Это действительно так или есть эффект или нет? Есть эффект, да, но насколько прям там на литр, на 2 какие-то проценты идут, это точно. Ну, помимо красоты и исполнения всего остального, да, то есть аэродинамика все-таки тоже участвует. Ну, так ощутимо участвует. Сейчас все больше и больше сталкиваемся с тем, что стоят спойлера. Да, они для нас, может быть, не всегда удобны, но это мелочи. Скажи, а как история закончилась у тебя с кросс-схемом по поводу присадок, то, что на твою Валентину добавляли двигатель? Проверяли после этого? Что проверяли. Видишь, как бы сам кросс-схем, как правильно? Не знаю. Они как бы не позиционируют, что у тебя будет экономия топлива. Да. Они позиционируют, ну, что вибрация меньше будет. Работа двигателя будет мягче. Ну да, да, то есть как бы бонусом ты получаешь экономию топлива. Я реально по себе заметил, что стала, ну, машина меньше кушать. То, что прям явно в глаза бросается, машина тише, вибрация меньше, тоже это чувствуешь. И плюс мы, ну, замеряли вибрацию. Топливо наиболее существенная расходная часть, да? То есть... Очень важно. Той присадкой я доволен.
сейчас время подходит, чтобы, ну, по-моему, на 140 тысяч они говорили, хватает. Мне как раз вот подходит. Скорее всего, осенью буду подливать опять. Ну и думаем о том, чтобы на другие машины тоже. Расскажи о планах на будущее. Пока немножко такая непонятная ситуация на рынке с грузами, с ценами на грузы. Решили немножко притормозить развитие. И мы выбрали стратегию такую, как бы наладить работу с тем, что есть. Ну, стабильность, чтобы какая-то такая, знаешь, появилась. Смотрим, ну, на ситуацию на рынке. И здесь такой момент сейчас спад, но этот спад, он закончится и пойдет подъем. Стараемся не проморгать момент, когда все вверх пойдет. Главное, знаешь, если завтра начнется подъем, то закупиться надо позавчера. Да. Знаешь, чтобы когда подъем был, рынок, да, чтобы ты уже был готов к этому, и был первым, кто начинает зарабатывать. Давление передка в норме. Интересно, что это износилось меньше. Правая сторона износилась меньше. Это значит, я больше левым краем, может быть, еду к линии? Потому есть смысл поменять их местами, чтобы равномерно оба колеса износились и чтобы пробег был одинаковый на обоих покрышках. Задние переставляем по схеме. Мы будем выносить внутреннее напротив и будем ставить снаружи. Эта покрышка пойдет сюда, это пойдет вовнутрь сюда, и это уйдет сюда. Получится, чтобы все покрышки одинаково бы, стал бы износ одинаковый. Все очень красиво. Все в пределах нормы. Так что не такой я хреновый водитель. Все круто. По нолям. 16,9. Ну и эти 17,2. И тоже 17,2. Одинаково. В машине правая сторона больше изношена, чем левая. Это просто покрытие дороги. Не, идея была такая, что проедет где-то 30-40 тысяч, и мы сделаем первую как бы ротацию, чтобы понять покрышки как служат. Если что-то появилось, чтобы сразу можно было бы исправить, и чтобы дальше ехать уже без проблем и без всяких сюрпризов. Выглядит, что все в порядке, и все даже идеально. Непривычно без прицепа, хочется крутить в другую сторону. Не могу привыкнуть. Процесс завершен, ротации сделали, покрышка выглядит очень хорошо, особенных примечаний нету. Да, есть немножко на одном колесе саджупчатость, небольшая проблема, все решаемо. Теперь, так как мы поменялись местами, через 5000 километров проверь, нету ли на втором не появилось. Если появляется эта саджупчатость на втором, Но мне это трудно как-то проверить. просто рукой чувствуешь, что вот как бы пальцы где-то зацепляются, то надо смотреть, скорее всего, надо съездить, проверить геометрию машины. Чаще всего в сервисах делает только развал на передних колесах, но надо смотреть всю геометрию. Записал пробег, пойду к компьютеру, посмотрю наш прогноз, сколько будет пробег. За сколько, Когда получается, будет? износилась какая-то часть, да? То есть за сколько Да, километров? да. Я уже могу увидеть примерно, куда, на какие цифры мы идем. То же самое было и с прицепом, что мы уже поставили как бы график, и на какие километры с этими покрышками можно уже считаться, и этот прицеп сможет еще проехать.
И тогда уже даже можно планировать, когда следующий закуп будет, и когда больше 50% износ будет покрышек, тогда уже можно будет и увидеть, сколько стоит на этих покрышках 1000 километров. А покрышки изнашиваются у кого больше? У тягача, если поменять в одно время с прицепом, то куда идет больше нагрузка? На прицепе, получается, у тебя будет первая ось, потом третья и вторая ось по износу. У тягача зависит от бренда и зависит от покрышек. До следующего раза. Наверное, осенью, да, ближе к зиме. Не, лучше всего, наверное, перед зимой. Тогда мы сразу сможем увидеть, что и как. Спасибо за визит. Давайте, пока-пока. Чао. Чао. Я видел не только видео, я видел на дороге Ольгин прицеп с волком и с бантиком, как сотрудничество с Вилксом. Скажу так, в Европе можно заработать больше, если машина будет работать по Европе. Но если машина катается из Латвии в Латвию, то это, наверное, не то чтобы самое лучшее, но одно из достойных, скажем так, предложений. Мне нравится у них подход к работе, четкость, то, как они за слова свои отвечают, то, как они реагируют на какие-то ситуации, если они возникают. Когда мы будем покупать машины, какую-то часть своего роста будем с ними, связывать именно с ними, да. До сегодняшнего дня и у меня, и у Артура, уже много лет опыта, конкретно в транспорте. У Артура больше такой офисно-диспетчерский, у меня больше такой маршрутизация, сами там поездки, оптимизация каких-то там, маршрутов, грубо говоря. Маршрутов, да, мы с тобой обсуждали, сколько стоит проезд по Франции, да, в том числе. Я в последних роликах перестал говорить о том, что националке это выгодно. Потому что, когда ролики такие начали появляться, знаешь, сколько мне писем пришло с просьбами дать маршруты по-французски. В Бельгии встретился с парнем, который, купил грузовик, стал работать на себя, до этого работал в Ирландии. И он говорит, я маршрут до Лиона по Франции по твоему видосу прокладывал, смотрел, делал паузу, смотрел, где знаки дорожные какие видны, где какие дороги. И таким образом, говорит, до Лиона маршрут построен. Я ему бонусом там вообще по всей Франции накидал маршруты, потому что мы, в принципе, уже, можно сказать, всю Францию освоили. У нас все готово. Итак, мы проверяем, как это все дело работает. Стандартно открываем пробку. Срабатывает сигнализация, вы слышали. Сейчас с этого бака мы будем сливать топливо и покажем, как работает сигнализация. Нажимаем кнопку «Старт» на насосе, слив. На данном этапе происходит слив. Система будет реагировать на слив после где-то 15-20 литров. Все очень сильно зависит от скорости слива насосом. У нас насос качает порядка 35-40 литров в минуту. Если сливать медленнее через шланг, то на 15 литрах сработает сигнализация. Если сливать гораздо быстрее, то сигнализация сработает где-то на 20-25 литрах. Сейчас на данном этапе слито 12 литров. На 16 литрах сработала сигнализация. Отключить сигнализацию можно кнопкой в салоне, которая отключает звуковой сигнал, либо включить зажигание. Если этого не было произведено, сигнализация будет работать в течение 3 минут. После этого произойдет 1-минутная пауза, и по новой будет звучать сирена для тех случаев, если водителя нету в машине, и он не может физически отключить или включить зажигание в машине удаленно. Пока отключить невозможно. В будущем будем делать удаленное отключение. Фишка всей вот этой сигнализации заключается в том, что это все реализовано на уровне машины. Даже если машина находится не на связи, нету GSM-связи, все равно сработает сигнализация. Отключение же удаленное подразумевает наличие GSM-связи. Мы это реализуем в самое ближайшее время, это все будет, но эффекта, может быть, такого не будет, если вы стоите на каком-то паркинге, где нету просто-напросто мобильной сети. Это тоже довольно нормальное явление. В принципе, мы закончили. Сейчас мы соберем назад защиту заборников, соберем здесь все красиво, и тогда будем финалиться. Ну что ж, подписывайтесь на наш Instagram Mapon Technician. Большое спасибо за то, что смотрели, и за то, что пользуетесь нашими услугами. Всего вам наилучшего.